Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать всех на канале «Жизнь женщин». Сегодня хочу поделиться простым, но очень эффективным методом Дмитрия Троцкого, который поможет вам понять причину и самостоятельно избавиться от любого заболевания. Благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я только хочу сегодня на серьезных заболеваниях вам показать то, что до меня дошло, и как вспышка как молния, как гром был среди ясного неба. У каждого заболевания была определенная причина. Только какая, вы мне сейчас поможете немножко. Я вам приблизительно расскажу, с чем могут быть связаны, какие могут быть причины. Первая причина – это неуважительное, пренебрежительное отношение родителей к нам. То есть нас когда не хвалят, нас когда гнобят, нас когда, грубо говоря, не поощряют. У нас, как следствие, возникает некий негатив, который провоцирует, я потом расскажу, что и как. Еще одна из причин – переход в новую школу, переход на новый вид работы. Кто-то начал заниматься танцами, коньками, лыжами, кто-то, наоборот, бросил. Еще причины – смерть близких родственников, потеря какого-то друга, бизнес развалился, потеря неких денег, или наоборот, выигрыш в лотерею, успех, или женитьба, или обычно полнота у некоторых после родов начинается, или, грубо говоря, любое действие, которое должно было случиться. У кого-то может быть связано, я говорю, с работой, у кого-то может быть связано с новым партнером. Я сейчас хочу показать, как решать ваши проблемы. Любые заболевания, начиная от соплей, заканчивая ВИЧ или онкологией, они имеют под собой определенный тип мышления. Именно тип мышления. Первым пунктом все, что нужно сделать, это надо идентифицировать проблему. Например, близорукость. Первым пунктом пишу близорукость. Вторым пунктом пишу с какого возраста. С какого возраста пошли симптомы. Вы спрашиваете, что делать, я вам рассказываю, что делать, показываю, что делать, вам нужно только будет сделать. Итак, вторым пунктом вы каждый себе ответьте честно, со скольки лет у вас та или иная проблема. Третий пункт, он очень важный. Третий пункт, он очень важный, вы, пожалуйста, прямо вот так и запишите. Выписать через запятую всех главных действующих лиц в моей жизни на тот момент, когда началось заболевание. И ты. Последним идет я. Это очень важно. Если говорить о всех заболеваниях, то мы генетически в своей спирали на ДНК уровне мы носим геномы всех абсолютно болезней, которых еще и даже не открыли. Всех. И эти геномы, они распаковываются как раровский пакет, как в компьютере, при соприкосновении с какими-то внешними факторами. Четвертый пункт. Всего пунктов 6. Всего пунктов 6. Можно было и в один пункт это, но я хочу детализированно рассказать. Четвертый пункт напишите, пожалуйста, что я чувствовал каждому персонажу в отдельности. Так вот, в третьем пункте вы записали через запятую всех главных действующих лиц, а в четвертом пункте, что я чувствовал, включая себя. Идем дальше. Пятый пункт, мой любимый. В четвертом понятно, что надо писать? Что я чувствовал к маме, когда она мне говорила, что руки у меня с одного места растут. Что я чувствовал к папе, который мне говорил, кто ты, чего-то в жизни добьешься, да ты на себя в зеркало посмотри. Или кому-то из женщин говорят, с таким характером, кому ты такая надо? Кому-то еще говорят, куда ты пошла, в подоле принесешь и это, еще там это. Я ж тебе говорила. Я ж тебе говорила. И то есть вот это прямые установки. Вот это прямые установки. И как следствие, живой человек, чувствующий, в этот момент что-то чувствует. Ну как? Понимаешь? Обратная реакция называется. Так вот, пятый пункт, он очень красивый. Как я выражал или выражала
свои внутренние чувства, ощущения именно в тот момент, когда мне было плохо. Именно в тот момент. Как ты выражал свои чувства, когда тебя критиковали? Я хочешь за тебя отвечу? Мой 5-й пункт, он самый любимый. Поскольку у вас есть наличие определенных заболеваний, 5-й пункт, он очень простой. Как я выражал свои чувства? Ответ элементарный. Какой? Никак. Самый мой любимый пункт. А внутри негативщик. Негативчик такой. Христос говорил, не всяко скверняет то, что в человека входит, как то, что из человека выходит. Но негатив, посеянный в ком-то, как правило, через какое-то время всходит. И негативом в мою очередь. Поверь, в мою сторону будет всегда лететь негатив. Поэтому я всегда говорю о неком позитивном развязке. Я не идеальный, не святой. Периодически попадаю в определенное это. Но если я раньше тупил, я мог тупить неделями. Сейчас, то есть это буквально через которое время, через пару десятков минут, через полчаса, оно начинает доходить. Ёлки-палки. А ведь ты только что послал негатив человеку. И этот негатив должен отразиться в твою сторону. Поскольку все мы зеркала друг другу, верит кто-то в это или не верит, время на самом деле всех к этому подведет. И всем покажет действительно, что есть только один. Это я. Я, отражающийся во всех. И вот это отражение, которое мы не хотим в ком-то видеть, кто-то в муже, кто-то в жене, кто-то в детях, кто-то в маме, мы начинаем зажевывать. Если кто-то это проглатывает, проблемы с желудком начинаются. Если кто-то в себе добренького все время включает, то есть постоянное, то есть будет... Ой, вы знаете, да-да-да, а на самом деле там куча негатива, запоры начинаются. Если кто-то постоянно раздражается, но никогда слово из уст «прости» его не выходит, у него будет постоянные дерматиты, у него будут постоянная чесотка, у него будет постоянная перхоть, у него будет псориаз, у него будет постоянное раздражение. Есть внутреннее раздражение. Это что? Гастрит. Это что у нас? Язва. Всех видов, 12-перстной, желудка, толстого, тонкого кишечника, всех. Поэтому в 5-м пункте нужно честно себе ответить, как я выражал свои не мысли, а свои чувства на тот момент, когда у меня было начало проблемы. Именно начало проблемы. Понятно? 6-й пункт, последний. Про него говорил Христос. Ударили по правой щеке, подставь левую. Я долго не понимал. А сейчас я дорос до этих фраз. Подставили по правой, значит, попроси прощения за свою глупость, что ты создал эту ситуацию. Подставь левую. Скорее всего, он намного больше говорил и намного больше давал своего учения. Но как-то это у нас дошло в какой-то такой сжатой форме. Так вот, 6-й пункт, он очень простой. Вы же в 4-м выписали все ваши позитивные чувства и все негативные, которые вы чувствовали на тот момент, правильно? В 6-м пункте вы за тот негатив, который вы чувствовали и не выразили, вы просите прощения или в письменной, или в устной форме у тех людей, которые вас якобы раздражали, выбешивали, обижали, гневали, злили, грубо говоря, выводили вас из себя. Или уважение. Я очень сильно уважала того-то, того-то, или уважал. Или, например, на бизнес-партнерах. Тоже то же самое работает. Если человек не умеет выражаться, если негатив, то это через слово «прости». Не прощаю, а прости. Прости меня за то, что я дура. Прости меня за то, что я дурак. Не понимал определенных, так сказать, уроков Господа, Творца, Всевышнего. За то, что я думал, что я самый умный, и надо вот так и так.
И в результате этого я всем хотел доказать, что я прав, а они нет. Но в результате этого страдает мое тело. Поэтому я говорю, что есть физический туалет, есть психоэмоциональный туалет. Вот я не знаю даже, что важнее. Честно. Но прикинь, кто-то не ходит в психоэмоциональный туалет целую жизнь. И он все в себе это держит, терпит. Я вам еще раз говорю, вы ходите в туалет для себя, не для унитаза. Только для себя. Просите прощения не для кого-то и не для того, чтобы вас простили. Это не привилегия человека прощать. Это Творца привилегия прощать. Поэтому говорят, Бог простит. Ваш тайный замысел — попросить прощения. И если вы искренне попросили прощения, если ты искренне сам перед собой раскаялся в том, что ты делал какие-то поступки, и это в себе не хотел видеть, ты просто увидишь, что начнется появляться резкость, начнутся появляться цвета.